Мы уже не раз путешествовали с вами, дорогие зрители, буквально на край света. На расстоянии 13,5 миллиарда световых лет нашли спиральную галактику Рейблс-25, очень похожую на Млечный Путь. А в 13 миллиардах световых лет любовались голубым гигантом Эарендель или утраченной звездой. Однако нередко яркие впечатления ждут нас буквально за углом. Представляете, черные дыры бывают не только в космосе. Достаточно нырнуть в земной океан, и можно познакомиться с таким монстром. Так что сегодня мы отправимся не вверх, в бесконечные просторы Вселенной, а вниз, в необъятные пучины океана, и поищем там неземные вещи. Готовьте самые крутые костюмы для подводного плавания. Спускаться на дно придется долго. Путь во многом неизведан и полон загадок. О глубинах Мирового океана, который состоит из Атлантического, Индийского, Тихого, Южного и Северного Ледовитого, ходят настоящие легенды. В его безднах якобы скрываются невероятные древние монстры, инопланетные базы и даже целые города с разумными существами. Конечно, это лишь легенды, но вот связь океана со Вселенной – вполне реальная тема. Недаром в путешествии мы во многом будем ориентироваться на НАСА и узнаем, что ищет космическое агентство в океанах Земли. Начнем свою подводную одиссею, просто выйдя на берег океана. Он всегда так прекрасен, что космические эмоции нам обеспечены. В интернете полно снимков, где водные пейзажи кажутся неземными. Вот фото, на котором ночной океан похож скорее на инопланетный ландшафт. Здесь облака создают впечатление призрачного судна, плывущего где-то за пределами Земли. А как вам это изображение? Океан и небесное полотно слились на нем воедино, и картина получилась просто фантастическая. Конечно, такие великолепные виды еще нужно найти, поймать в объектив. Это, можно сказать, редкость. Но и в самом обычном своем виде океан завораживает не меньше. Темно-синий, голубой или бирюзовый, каким он только не бывает. А вы видели воду цвета травы? Ученые говорят, что гигантский водоем с каждым годом зеленеет. Сильнее всего это заметно в районе экватора. Снимки со спутников из космоса, которые ученые получают в последнее время, тоже зафиксировали подобный процесс. 56% поверхности Мирового океана в период с 2002 по 2022 год стали заметно зеленее, а это больше площади всей земной суши. По словам ученых, процесс может быть результатом изменения климата, причем не в лучшую сторону. Цвет океана определяется поверхностным слоем воды. Как правило, чем больше там фитопланктона, который использует зеленый хлорофилл для фотосинтеза, тем зеленее вода. И наоборот, чем меньше в воде водорослей и микробов, тем она голубее. Океан зарастает водорослями из-за глобального потепления, и это может нанести вред окружающей среде. Фитопланктон меняет температуру воды, ее прозрачность и содержание в ней питательных элементов. Исследователи уже не раз наблюдали кратковременные, но весьма печальные последствия взрывного роста фитопланктона. Он использовал все запасы кислорода в воде, оставляя после себя мертвые зоны. Из них могли выбраться далеко не все живые организмы. Так что в палитре природы зеленый для океана не лучший цвет. А как насчет кроваво-красной краски? В Тихом океане у побережья Австралии иногда создается впечатление, будто кто-то вылил в воду море свежей крови. Что за ужасная бойня там происходила? На самом деле ни о каких страшных событиях речь не идет. Всему виной опять лишь цветение редких водорослей. Впрочем, эти растения действительно не так уж безобидны, поскольку содержат паралитические токсины, смертельные для моллюсков. Для человека водоросли угрозы не представляют, но на время их цветения пляжи для отдыхающих обычно закрывают. Причина в том, что у людей с чувствительной кожей они все же могут вызвать сильную аллергию и раздражение глаз. В отличие от зловещих кровавых вод, иногда в океане возникают очень аппетитные участки. Они просто просятся на стол. Это так называемые молочные моря, обширные светящиеся области воды. Несмотря на множество фото этого явления, причины его возникновения до сих пор точно неизвестны. По одной из версий,
Над этим опять же поработали микроорганизмы. Продолжительное свечение молочного цвета на обширных участках воды создают люминесцентные бактерии Vibrio hervei. Словом, даже на поверхности океана во время путешествия мы увидим множество удивительных вещей. Да и сам способ передвижения для этого можем выбрать необычный. Хотите прокатиться по водной глади, не прилагая никаких усилий, без утомительных взмахов веслами, маневров с парусами, траты дорогого горючего? Это легко. 72-летний француз Жан-Жак Савен за 4 месяца пересек Атлантику в бочке, используя лишь силу океанических течений. А на плоту, по некоторым подсчетам, вы за сутки преодолеете расстояние до 200 километров. Но главная фишка в том, что если захотите повторить путешествие, то с каждым годом сможете делать это быстрее и быстрее. По мнению ученых, океан набирает скорость. Почему так происходит? И что случится с нами, если необъятная глыба воды в дальнейшем окончательно сорвется с тормозов? До последнего времени наблюдения ученых давали противоречивые сведения об изменении скорости океанических течений. Так, некоторые крупные региональные потоки, подобные Куросио в Тихом океане, показывают мало признаков ускорения. Во всех исследованиях они выглядят довольно стабильными, а известный своей силой Гольфстрим с годами, наоборот, слабеет. По данным немецких океанологов, с середины 20 века течение потеряло 15% скорости. Теперь оно переносит на 3 миллиона кубометров в год воды меньше, чем раньше. Показатель соответствует стоку 15 таких огромных рек, как Амазонка. В то же время многие тихоокеанские течения, наоборот, усиливаются. Группа китайских ученых из Института океанологии в Циндао решила глубже в этом разобраться и составила глобальную модель изменения быстроты океанических течений. Команда повторно проанализировала старые результаты и свежую информацию, полученную от миссии Арго. Так называется научный проект, который собирает сведения о температуре океана, солености и течениях с помощью 1000 автономных ракетообразных датчиков-поплавков. Анализ наблюдений показал, что течения сейчас движутся быстрее, чем 2 десятилетия назад. В целом, во всем глобальном океане с 1990-х годов энергия передвижения воды усиливается на 5% каждые 10 лет. Причем не только в верхних водах, но и во внутренних, на глубине до 2000 метров. В целом показатель ускорения течений получился намного выше, чем можно ожидать от естественных колебаний климата и окружающей среды. Некая странная сила все быстрее и быстрее гонит воду. Ученые считают, что во всем виновато опять же глобальное потепление, которое провоцирует усиление ветров на планете. Они летят над океаном на 1,9% быстрее каждое десятилетие. Ветры увеличивают скорость течений на поверхности, а затем ускорение проникает в более глубокие воды. И все чаще глобальное потепление вызывает в зонах усиления ветров настоящие ураганы. Им посвящена совместная работа ученых НАСА и Американского национального управления океанических и атмосферных исследований. В НАСА считают, что исследование земных ураганов поможет разобраться с вихрями в космосе. Самый знаменитый из них – большое красное пятно размером с Землю, который уже более 350 лет бушует на Юпитере. Но несмотря на многочисленные исследования о его природе и причинах возникновения, наука до сих пор не дала однозначный ответ. О земных бурях известно гораздо больше. Исследования показали, что из-за роста температуры в Северной Атлантике они с каждым годом набирают мощь. Например, в 2019 году на Багамы обрушился Дориан, который стал вторым по мощности ураганом за всю историю инструментальных наблюдений. Он сносил дома местных жителей, разрушал коммуникации, число жертв удара стихии по самым оптимистическим подсчетам составило около 10 человек. Глобальное потепление также вызывает таяние ледников Арктики и Гренландии, которое в свою очередь разгоняет течение. Причем в последнее время процесс достиг пугающих темпов. К такому выводу пришли 89 ученых из 50 международных организаций, проанализировав спутниковые снимки Гренландии за последние 30 лет. Они исследовали динамику изменения береговой линии острова,
Оказалось, что сейчас, по сравнению с 1992 годом, ледники там стали таять в 7 раз быстрее. За это время Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда, что соответствует росту уровня Мирового океана на 10,6 мм, а к концу 21 века он может подняться на 7 сантиметров. Под влиянием этих процессов океанические течения и дальше, скорее всего, будут набирать скорость. Однако ученым еще предстоит выяснить, насколько масштабным окажется подобное явление и каковы другие возможные причины более быстрого движения вод. Исследователи считают, что для окончательных выводов пока мало наблюдений, к примеру, за циркуляцией вод в более низких глубинах океана. Но уже сейчас известно, что с ускорением течений могут поменяться температура, соленость и другие характеристики Мирового океана. Это, в свою очередь, изменит его экосистему, которая является самой огромной в мире, и многие из его обитателей могут исчезнуть, если температура воды повысится, ведь тогда в ней станет меньше кислорода. Сейчас океан покрывает примерно 70% поверхности Земли. Огромная всемирная бочка занимает 361 миллион квадратных километров, а ее средняя глубина – 3682 метра. И везде, даже в самых ужасных безднах, есть жизнь. При этом большая часть океана, а также его обитателей, нам неизвестны. Ученые иногда шутят, что Мировой океан изучен хуже, чем обратная сторона Луны или Марс. Это вполне оправданное утверждение. Сейчас, по разным данным, необъятный водоем исследован не более чем на 2-5%. Вместе с тем, наши знания о глобальном водоеме быстро растут. Ежегодно ученые открывают примерно 2000 новых видов водных обитателей. Некоторые из них настолько удивлены, что скорее можно поверить в их инопланетное происхождение, чем в земное. Одно из таких существ получило популярность после скандала в 2009 году. Тогда в одном из океанариумов Великобритании стали бесследно исчезать морские рыбы, а большая часть кораллов была уничтожена. Работники расставили ловушки с рыболовными крючками в надежде поймать преступника. Все крючки тоже куда-то делись. В поисках виновника жестоких расправ сотрудники музея разобрали аквариум и обомлели. Из укромного уголка выполз ужасный червь бобитта. Это чудовище длиной около 1,5 метров, скорее всего, попало в аквариум вместе с грунтом или кораллами. Громадного червя в музее назвали Барри и пришли к выводу, что это он пожрал всех рыб, а также ловушки, которые успешно переварил. В природе черви боббита или морские черви тоже не брезгуют никакой пищей. Они не боятся переесть, пообедав на долгое время наперед. Зато после удачного пира черви могут обходиться без пищи около года. Эти существа обитают в теплых водах Мирового океана и к 2 годам достигают длины 2-3 метров, при диаметре не более 2,5 сантиметров. В ожидании добычи черви, живущие на глубине до 40 метров, прячутся в илистом дне. Но при необходимости жуткие создания могут внезапно выскочить вверх на 20-30 сантиметров и укусить жертву. Червь, ко всему прочему, еще и ядовит. Выделяемый им токсин парализует добычу. Он может напасть даже на человека. Его укус будет не смертельным, но очень болезненным. А вот креветка-богомол никого, конечно, своим видом не испугает. И никакой угрозы для человека этот представитель ракообразных длиной до 20 сантиметров не несет. Однако стоит богомолу щелкнуть клешней моллюска, и обед готов. Дело в том, что кинетическая сила его удара равна пуле 22-го калибра. Рыба-саблезуб, которая живет на глубине от 500 метров до 5 километров, в отличие от креветок, на вид действительно ужасна. Она обладает самыми длинными по отношению к телу зубами. Длина самого саблезуба в среднем равна 15 сантиметрам, а его зубов – целым 7 сантиметрам. Чтобы грозное оружие помещалось в закрытой пасти, в верхней челюсти рыбы есть специальные выемки. Более того, мозг существа разъединен на 2 части, чтобы зубы его не повредили. Если спуститься глубже, то можно столкнуться с еще более жуткими существами. Это настоящие призраки, хотя на самом деле никакими мистическими возможностями они не обладают. Глубоководными химерами называют хищных рыб,
которые обитают на глубине до 2,5 километров. Они оснащены для охоты очень опасным ядовитым шипом возле спинного плавника. Обитают химеры там, где почти нет солнечного света. Для охоты в кромешной тьме рыбы используют что-то типа датчиков, расположенных на голове. Эти приборы улавливают даже слабые электрические импульсы от потенциальной добычи. Химеры – родственницы акул, и, как все их представители, чрезвычайно агрессивны. Укус этих небольших рыб, размер которых не превышает 2 метров с учетом длинного хвоста, равен 100 ньютонам. Для сравнения, укус домашней кошки имеет вдвое меньшую силу. Острых и вновь отрастающих зубов у химер нет. Вместо них рыбы оснащены 3 заточенными как бритвы зубными пластинами, которые буквально разрубают жертву пополам. Страшно представить, что могут натворить в таком случае более крупные акулы. Но нам, конечно, хватит храбрости, чтобы познакомиться с ними во время подводной Одиссеи. В открытых водах теплых тропических морей плавают самые большие в мире китовые акулы, которые весят до 21,5 тонны и достигают длины 20 метров. Даже их размер устрашает. А если прибавить агрессивный характер акул, встреча с таким гигантом обещает быть ужасной. Однако в случае с китовой акулой, к счастью, все будет не так. Это очень безобидное существо, которое питается планктоном и не представляет никакой угрозы для людей. Инертная, вялая, медленно плавающая рыба никогда не нападает на человека, чем охотно пользуются ныряльщики, часто подплывающие к ней вплотную. Так что селфи с китовой акулой на память нам обеспечено. Но другие хищницы вряд ли будут такими же сговорчивыми насчет снимков на память. С ними вообще лучше не знакомиться, особенно с одним из представителей этих рыб. Большая белая акула. Вот мощь и агрессия в одном флаконе. Хотя размером рыба меньше китовой. Она считается самым грозным и безжалостным охотником на просторах Мирового океана. Хищница может учуять каплю крови среди 10 миллиардов капель воды и обнаружить движение жертвы на расстоянии до 250 метров. А мощные обтекаемые тела и острые как бритва зубы делают больших белых акул идеальными убийцами. Правда, они, как правило, не трогают людей. Если же такое случается, то большинство нападений оказываются несмертельными. Большие белые акулы предпочитают пожирать морских львов, тюленей, дельфинов, маленьких зубатых китов, морских черепах и даже гниющую падаль. Они могут развивать скорость до 69 км в час, что позволяет им застать свою добычу врасплох и растерзать ее одним укусом. А теперь представьте, что 3-4 таких монстра соединились в одно чудовище. Получите мегалодона, самую большую акулу из всех когда-либо существовавших. Мегалодонов считают вымершими. Но что если гиганты все еще плавают где-то в неизведанных глубинах океана? Такой обитатель наверняка натворит в водном сообществе больших бед. Даже свирепая большая белая акула, скорее всего, станет для мегалодона просто отличным лакомством. Да что там белая акула? Мегалодоны, отпетые каннибалы, не щадили и своих. В день этим суперхищникам нужно было съедать не менее 1200 килограммов мяса. Ни одно современное животное не смогло бы тягаться с этим хищником. А если так, то почему вымерли огромные и самые успешные охотники океанов? На этот счет существует много гипотез. Для нас, космических путешественников, будет особенно интересна одна из них. Возможно, с мегалодонами расправилась сверхновая звезда 2,6 миллионов лет назад. На Землю тогда обрушился плотный поток мюонов. Эти сверхтяжелые электроны, которые проходят через атмосферу с космическими лучами. Уровень радиации в мюонах, которые каждый день попадают на Землю, небольшой. Но вот их ливень способен был убить мегалодонов. И, может, гигантских монстров просто вытеснили уже знакомые нам большие белые акулы. Они как раз в это время дебютировали в Мировом океане. И пока ученые не могут сойтись во мнении, как же именно и почему вымерли мегалодоны, в процессе появляются шокирующие свидетельства очевидцев. Они утверждают, что видели мегалодонов так же близко, как сейчас к вам находится экран монитора. Австралийские рыбаки с острова Брутон, например, готовы поклясться, что они встречались с жуткими созданиями лично. Конечно, это всего лишь слова. Но в конце концов, бездны океана почти не изучены. И где гарантия, что там все еще не водятся древние гигантские чудовища?
Хотя в глубинах вод очень холодно, отдельные мегалодоны могли приспособиться к неблагоприятным условиям. Впрочем, у нас есть возможность больше разузнать об этом у тех, кто уже побывал на самом дне океана. И для начала поищем, где находится наиболее глубокое место мирового водоема. В последние годы океанологи с помощью новейших ультразвуковых эхолотов вдоль и поперек прочесали все водные закоулки планеты. Они определили, что в бескрайнем водоеме существуют настоящие бездонные пропасти. Такие места представляют собой разломы земной коры, которые принято называть впадинами или желобами. Пальма первенства принадлежит Марианской впадине, расположенной в Тихом океане. По последним измерениям, ее глубина составляет 11 022 метра. Представьте, в ее самом глубоком месте, бездне Челленджера, легко можно утопить величайшую в мире гору Эверест. Высота этого пика достигает 8848 метров, но до поверхности океана он, понятно, все равно бы не дотянул. К счастью, никто гору в бездну Челленджера пока опускать не додумался, но любознательные люди давно пытаются подсмотреть, что творится в ее глубинах. Американская океанографическая экспедиция из Университета Нью-Гэмпшира в США с помощью специального оборудования обнаружила на поверхности дна Марианской впадины настоящие горы и даже 4 каменных моста, конечно, естественного происхождения, которые простираются на 69 километров. Но находятся ли эти природные чудеса на самом дне? Существуют ли в океане места глубже бездны Челленджера? На этот счет есть множество предположений, и некоторые очень интересные, хотя скорее конспирологические. Одно из них гласит, что дно Мирового океана спрятано в обычном Российском озере. По крайней мере, такую невероятную версию широко обсуждали в социальных сетях. Дело в том, что в 2003 году в Солнечногорске, в озере с подходящим названием «Бездонное», местные обнаружили спасательный жилет ВМС США. На нем была идентификационная надпись о том, что это амуниция матроса Сэма Беловски с эсминца «Коуэлл», взорванного террористами в 2000 году в Аденском порту. Событие подогрело давно ходивший слух, что озеро, глубину которого до сих пор никто не смог измерить, является дном Мирового океана. Правда, дно, как у старой кастрюли, немного протекает. Вот и просачивается сквозь него вода, а иногда попадаются сюрпризы с другого конца света, такие как американский жилет. Может ли это быть чем-то более серьезным, чем пустые домыслы? В истории человечества не раз случалось, что ученые в конце концов подтверждали доводы людской молвы. Однако в нашем случае никто из компетентных специалистов пока не высказал мнение, что самым глубоким местом океана является озеро. Но кое-какая связь с этой идеей все-таки в реальности существует. Недавно международная группа ученых пришла к выводу, что дно океана на самом деле напоминает по форме огромный сэндвич, и бездна Челленджера всего лишь заканчивает первый слой этого необъятного бутерброда, состряпанного природой. На следы второго слоя большого подводного океана исследователи наткнулись совершенно случайно. Группа изучала уникальные бактерии, которые обитают в горячих термальных источниках. Микроскопические существа получают энергию, окисляя сероводород или разлагая метан. Оказалось, что микроорганизмы могут проникать на 5 километров ниже морского дна. Значит, на такую же глубину опускаются и воды океанов. Ведь без них бактерии не смогли бы выжить. Под морским дном существует еще один огромный водоем. Судя по всему, он представляет собой систему узких ходов и резервуаров, заполненных морской водой и сообщающихся с океаном. Не исключено, что под этим вторым слоем океанского сэндвича расположен и третий. Сколько всего таких слоев еще может открыть наука, и куда они ведут, сейчас представить трудно. Ясно одно – добраться до дна Мирового океана нам на сегодняшний день не удалось. Пока самым глубоким местом большинство океанологов все же считает Марианскую впадину. Причем невероятную глубину желоба подтвердили не только приборы. В эту пропасть, где давление в 1000 раз больше, чем в обычном море, с риском для жизни уже не раз спускались люди. Впервые в 1960 году на батискафе «Триест» в бездну погрузился американец Дон Уолш и швейцарец Жак Пикар.
На ее дне, кроме грязи и слизи, они увидели множество плоских жутких рыб и тени каких-то химер. В желобе нашли гигантских 10-сантиметровых амеб, называемых ксенофиофорами. Эти мутанты обладают невероятными свойствами. Они устойчивы к воздействию урана, ртути и свинца, убивающие все живое. А на глубине почти 11 тысяч метров команда обнаружила нечто еще более экзотическое. Дно оказалось буквально выслано ковром из микроорганизмов. Нижняя часть подстилки состояла из странных нитевидных кустов на подводных скалах. Судя по всему, эти наросты поставляют микроорганизмам химическую пищу. Исследователи полагают, что здесь следует искать корни метаболизма. Нечто подобное могло вызвать химические процессы, которые привели к зарождению земной и, возможно, инопланетной жизни. Речь идет о таких небесных телах, как Европа, ледяная луна Юпитера. Позже другие смельчаки замечали в самом глубоком месте океана рыб на паучьих ногах и светящихся чудовищ. Один из исследователей бездны даже пошутил, что не удивится, если однажды в ее водах будет обнаружена гигантская ящерица Годзилла, хотя никаких гигантов на дне океана пока не нашли. Мечту о том, что мы найдем мегалодонов в Марианской впадине или других безднах, похоже, тоже пора оставить. Даже если бы громадная рыбина и приспособилась к суровым условиям дна океана, она все равно бы умерла бы от голода. Маленькие рыбешки, амебы и микроорганизмы совсем не то, что ей нужно на обед. Тем более, что даже такой скромной по размерам живности в Марианской впадине, похоже, очень мало. Да что там мало? Есть свидетельство, что там практически пусто. Известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон в 2012 году, побывав в бездне Челленджера, заявил, что был там абсолютно один. Пучина не скрывала каких-то живых существ, а тем более монстров. Самым страшным кошмаром для исследователя стало чувство полной изоляции от человечества. Тем не менее, путешествие оказалось просто космическим. Американский кинорежиссер сравнил погружение в бездну Челленджера с полетом на другую планету. Он увидел особый, изолированный от всего человечества уникальный мир, пейзаж которого больше напоминал лунный, чем земной. В НАСА тоже уверены, что морские глубины действительно скрывают многие секреты Вселенной. В космическом агентстве подтверждают, что о Марсе и Луне сейчас известно намного больше, чем об океанском дне. Ближайшие миссии организации призваны это изменить, добившись двух целей. Первая из них заключается в том, чтобы понять природу океанов на других планетах, по аналогии с земным. С другой стороны, секреты земного океана тесно связаны с космосом. Вся фишка в том, что истоки всех наших водоемов находятся на звездах. Именно там, предположительно, рождается вода. Вот один из свежих примеров. Космический телескоп Хаббл заглянул внутрь туманности Улитка и обнаружил там молекулы H2O. Они образовались в слоях атмосферы, которые сбросила умирающая звезда. Водород и кислород в этом облаке объединились и заполнили пространство вокруг светила водой. Молекулы H2O в изобилии находят и в планетных системах, образующихся вокруг звезд. Например, они обнаружены вокруг бета-живописца. Это молодое светило возрастом 20 миллионов лет. Его окружает огромный диск пыли и газа, которое выбросило в результате столкновения комет, астероидов и формирующихся планет. В этом покрывале вокруг звезды как раз и найдена вода. По одной из версий, на молодую Землю ее также занесли кометы и астероиды. Изучив океаны на нашей планете, НАСА надеется лучше понять процессы появления воды за пределами Земли. Вторая цель космического агентства – развитие технологий для работы в экстремальных условиях во время океанических миссий. У водных глубин нашей планеты и космоса, по мнению специалистов, много общего. И там, и здесь враждебная человеку среда не позволяет выжить без специальных аппаратов, хотя и разных для космоса и глубин океана. Но некоторые существа, как мы выяснили, способны выжить в подобных условиях земных водоемов. Не встретим ли мы таких экстремалов на других планетах или спутниках? У Европы, Луны Юпитера, под слоем льда, скорее всего, скрывается соленый океан глубиной от 60 до 150 километров.
Он содержит вдвое больше воды, чем все океаны Земли. Солнечный свет не проникает сквозь ледяной панцирь, хоть он испещрен трещинами и разломами. В этих глубинах может скрываться кто угодно. Для поиска экстремалов в НАСА выделили в океане труднодоступную область на глубине свыше 5 километров. Ее назвали зоной Аида по имени древнегреческого бога подземного царства. Размер океанского дна в том регионе примерно равен площади Австралии. В мире существуют лишь единицы аппаратов, способных погружаться так глубоко. НАСА совместно с океанографическим институтом в Худс-Хоуле, штат Массачусетс, собирается это сделать теми же способами, что и при освоении космоса. Исследователи даже употребляют термины, обычно применяемые к полетам по пространству, вроде «спускаемый модуль» и «аварийная посадка». Инженеры лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии создают новый автономный зонд под названием «Орфей». Аппарат использует те же средства навигации, что и марсоход Perseverance. Он оборудован высокочувствительными камерами и датчиками, с помощью которых робот будет изучать камни, живые организмы, а также создавать трехмерные карты самых глубоких и труднодоступных участков океанского дна. Давление в зоне Аида сопоставимо с тем, что отмечается на спутнике Европе, который находится на расстоянии 628,3 миллиона километров от нашей планеты. Роботы, предназначенные для погружения в мировой океан, теоретически смогут проделывать то же самое на Луне Юпитера. Разумеется, от робота, работающего в океанских глубинах или в открытом космосе, потребуется полная автономия. И хорошо, если он сможет самостоятельно принимать решения, находить и классифицировать молекулы ДНК, определять химический состав воды. Это сложные задачи, но в НАСА надеются справиться с ними. Орфею придется столкнуться с безумным давлением и перепадами температуры. В целом в зоне Аида она чуть выше нуля, но вблизи гидротермальных каналов может достигать плюс 370. В таких условиях может уцелеть только невероятно крепкий зонд. Особенно важны для этого очень толстые и полностью водонепроницаемые стенки для защиты аппаратуры. Чтобы Орфей выдержал нагрузку, его корпус делают из синтетической пены. Это композитный плавучий материал из эпоксидной смолы, начиненный микроскопическими стеклянными шариками. Интересно, что при создании аппарата в ход также идут остатки от постройки батискафа Deep Sea Challenger, в котором Кэмерон погрузился на дно Марианской впадины. К тому же специалисты не забывают, что на глубине темно хоть глаз выколи, так что Орфей оснастят мощным прожектором-вспышкой. Для экономии энергии робот будет включать его, только делая снимки или собирая образцы. НАСА также выполняет проект под названием SABSEA, объединяющий изучение космоса и океана. К настоящему времени агентство направило дистанционно управляемые зонды к 2 геотермальным каналам, расположенным на относительно небольшой глубине. Это подводная гора Лоихи в 30 километрах от Гавайев и гряда Горда в 120 километрах от того места, где на суше граничат штаты Калифорния и Орегон. Считается, что вулканическая активность в тех местах подобна той, что гипотетически существует в океанах на Европе и спутнике Сатурна Энцеладе. В Лоихе действительно обнаружены условия, ожидаемые для Энцелада. Температура примерно в 50-200 градусов Цельсия и давление 10-50 мегапаскалей. Программа SABSEA, кроме того, помогла ученым больше узнать о строении геотермальных каналов, химическом составе донных пород и воды, а также организмов, которые там живут. Наблюдения за изменениями температуры при смешивании разогретой вулканом и холодной воды ученые считают очень важными. Они дадут ценные подсказки для будущих исследований океанов в других мирах. Конечно, до отправки зондов к Европе и Энцеладу остаются десятилетия, но НАСА в самом скором времени надеется применить полученные знания на практике. В 2025 году агентство отправит луноход на южный полюс Луны. Миссия, названная Вайпер, будет искать лед в кратере Нобеле. В дальнейшем его планируется использовать как источник питьевой воды для колонистов и сырья для ракетного топлива. На Луне робот наверняка столкнется
с некоторыми техническими проблемами, аналогичными тем, что возникают при глубоководных исследованиях. В ходе реализации проекта Viper команде придется давать команды с Земли в режиме реального времени, анализировать данные и быстро по обстановке принимать решения. Приобретенный опыт при исследовании земных водоемов в этом наверняка очень пригодится. Исследователи из швейцарской высшей технической школы Цюриха, в свою очередь, тоже нашли в океане нечто космическое. Они выяснили, что не обязательно лететь куда-то в небесную даль на экскурсию к черной дыре. Ученые доказали, что уравнение общей теории относительности для черных дыр подходит и для описания определенного типа водоворотов в Мировом океане. Давайте разберемся, как исследователи пришли к такому фантастическому выводу. Вспомним сначала об основном свойстве черных дыр. Их притяжение настолько велико, что с этой силой не в состоянии справиться даже свет и объекты, движущиеся со световой скоростью. Подобно космическим монстрам, некоторые водовороты затягивают окружающее вещество и долгое время удерживают его внутри себя. Из-за этого предположительно происходит утечка воды из Индийского океана в Атлантику. Если границы водоворотов действительно устойчивы и не дают нитей в виде тонких струй воды, подобные объекты создают движущиеся оазисы для представителей морских пищевых цепей. Они даже способны влиять на изменение климата, перенося в воду разной солености и температуры. Аналогия с черными дырами позволила ученым разработать алгоритм обнаружения этого типа водоворотов на спутниковых снимках. Океанологи обработали фото Индийского океана и южной части Атлантики, там, где течение достигает района мыса Игольный. Вода идет из Индийского океана в сторону Атлантического, но у этого мыса поворачивает обратно. Во время разворота от потока отделяются водовороты, движущиеся дальше в Атлантику. Подсчитав их количество, ученые пришли к выводу, что водовороты переносят из Индийского океана в Атлантику 1,3 миллиона кубометров воды в секунду. Это около 1/10 объема потоков, перетекающих из океана в океан в районе мыса Игольный. Словом, океанские черные дыры тоже мощные, подобно своим космическим собратьям. Но как они устроены? Вместо лучей света огромные водовороты, которые движутся против основного течения, захватывают миллиарды тонн воды. Эти гиганты превышают размерами целые города. Их сила настолько велика, что у попавшего внутрь объекта нет шанса выбраться наружу. И горе тому, кто попадет в такой вращающийся поток. Человек может даже не заметить, что его несет в воронку невероятного размера. Повороты настолько огромны, что невозможно увидеть их границы, пока не окажешься внутри. Однако ученые исследовали такие вихри по данным спутников и точно определили границу некоторых из них. В настоящее время ученым удалось обнаружить 7 таких гигантских воронок. Дрейфуя по Атлантике в течение целого года, они не потеряли ни капли пойманной воды. Огромные вихри окружены сверхпрочными барьерами, где жидкость циркулирует как бы в замкнутой петле и напоминает гигантские контейнеры. Вода в этих мегасосудах сильно отличается от окружающей температурой, содержанием соли и другими характеристиками. Кроме того, океанские черные дыры невероятно стабильны и зачастую выполняют роль подводного такси. Внутри воронок различные микроорганизмы с комфортом перемещаются из одной части океана в другую. Ориентируясь на спутниковые снимки, ученые пришли к выводу, что вихри засасывают в себя воду из гигантского водоема таким же образом, как черные дыры в космосе поглощают свет. Излучение изгибается вокруг дыры и создает фотонную сферу в соответствии с терминологией теории относительности Эйнштейна для черных дыр. А водовороты в океане создают подобные сферы из частиц жидкости. Они движутся в замкнутой петле без возможности из нее вытечь. Таким образом, воронки в океане математически эквивалентны черным дырам. Специалисты надеются, что полученные результаты помогут разрешить ряд важных вопросов, в том числе влияние подобных вихрей на температуру Мирового океана. Пока исследователи предполагают, что водовороты усиливают перенос теплой и соленой атлантической воды в северном направлении. Скорее всего, таким образом они смягчают негативное воздействие таяния морского льда
в условиях глобального потепления. Гравитационная дыра в Индийском океане, которую обнаружили ученые, тоже сродни космическим объектам. Скорее, ее следует назвать противоположностью черным дырам, поскольку это область пониженной гравитации. Во Вселенной гигантские молекулярные облака астрономы тоже считают гравитационными вмятинами, поскольку в них мало материи и сила тяжести там очень слаба. Однако внутри молекулярных облаков с огромной скоростью рождаются светила, и ученые даже называют их колыбелями звезд. Самая массивная коллекция молекулярных облаков в Млечном Пути – комплекс Стрелец-Б2, который формирует кольцо вокруг галактического центра в радиусе 120 парсек. Область богата химическими элементами и часто используется астрономами для поиска новых молекул. Словом, в молекулярных облаках много интересного, но из-за огромного расстояния их трудно исследовать. Ближайшее к Земле молекулярное облако Персея находится на расстоянии аж в 850 световых лет и к тому же невероятно запылено. Процессы, которые протекают в далеких молекулярных облаках, ученые во многом надеются понять с помощью гравитационной дыры в Индийском океане в 1200 километрах к юго-западу от Индии. Вмятина в гравитационном поле нашей планеты имеет круглую форму и охватывает 3,1 миллиона квадратных километров. Сила тяжести в той области настолько слаба, что уровень моря опустился на 106 метров ниже других мест Земли. Геофизики обнаружили гравитационную впадину в 1948 году и с тех пор пытаются объяснить причины ее появления. Наиболее обоснованный ответ появился только в 2023 году. Ученые с помощью 19 компьютерных моделей исследовали движение мантии Земли и тектонических плит за последние 140 миллионов лет. В ходе работы выяснилось, как в океане образовалась гравитационная дыра. Земные глубины просели после гибели древнего океана Тетис. 180 миллионов лет назад такой водоем существовал между суперконтинентами Лавразией и Гондваной. Тетис находился на куске земной горы, соскользнувшем под Евразийскую плиту во время распада Гондваны. Когда это произошло, раздробленные фрагменты коры погрузились глубоко в мантию. Около 20 миллионов лет назад куски приземлились в самых нижних областях мантии. Они вытеснили материал высокой плотности, происходящий из так называемого африканского пузыря. Это компактное скопление кристаллизированной магмы под Африкой, которая в 100 раз выше горы Эверест. Шлейфы магмы низкой плотности поднялись и заменили собой более плотный материал, уменьшив общую массу региона и ослабив его гравитацию. Ученые еще не подтвердили свои модели данными землетрясений, которые послужат проверкой существования областей низкой плотности под дырой. Тем не менее, исследователям уже понятно, что магма Земли полна странных сгустков. Они нестабильны и постоянно то пропадают, то появляются в самых неожиданных местах. И в этом проявляется сходство нашего мира с Марсом. Под поверхностью Красной планеты также выявили сгустки всевозможных форм и размеров. В основном они похожи на капли, но не всегда. Среди них, в частности, бросается в глаза странное уплотнение в виде собаки, погребенное под Северным полюсом. В этой области плотность почвы на 300-400 километров на кубический метр выше, чем вокруг. На новую карту гравитационных аномалий Марса внесены 20 плотных сгустков в бассейне Бореалис. 3 миллиарда лет назад там было морское дно. Исследователи не имеют четкого представления, откуда взялись загадочные капли, и рассчитывают это выяснить в ближайшем будущем, а заодно приблизиться к разгадке тайны гравитационной впадины в Индийском океане. Конечно, нам еще долго предстоит осваивать мировой океан, но уже сейчас нужно обратить внимание на один важный аспект. Гигантский водоем срочно нуждается в нашей защите, причем от самих же людей. Именно мы с вами катастрофически засоряем его воды. Ученые из Австралии и Канады рассчитали объем пластиковых отходов, которые попадают в океан и опускаются на дно. Там, предположительно, находится от 3 до 11 миллионов тонн пластика, из них более половины на большой глубине.
Мусор погружается вниз почти на 200 метров, в основном вокруг континентов. Это загрязнение способно уничтожить обитателей морской среды, поднять температуру воды, окислить ее. В результате наш гигантский водоем может изменить климат на планете, ускорив глобальное потепление. Тогда в далеком будущем океаны окажутся под угрозой полного испарения воды, как когда-то, предположительно, случилось на Марсе и Венере. Теперь это сухие, безжизненные миры. Так что история океанов – это история жизни. Мы ищем ее прежде всего на далеких планетах и лунах, которые содержат признаки большого количества жидкой воды. Астрономы называют эти места океаническими мирами. Кроме спутника Юпитера Европы, о котором мы говорили, в Солнечной системе к таким объектам относятся луны газового гиганта Ганимед, Каллисто, карликовая планета Церера и другие небесные тела. У звезд за пределами Солнечной системы астрономы также находят планеты-океаны. Самая экзотическая из них – GJ1214b. Она, скорее всего, состоит из густого водяного пара с небольшой примесью гелия и водорода. Это горячий мир с температурой поверхности около 200 градусов Цельсия. Ученые считают, что вода на раскаленной планете находится в таких экзотических состояниях, как горячий лед или супержидкая вода. Подобного не встретишь на Земле. Но во время путешествия мы еще раз убедились, что наш океан не менее прекрасен. Если о нем заботиться, Земля останется в крутой компании голубых водных миров и будет дальше служить надежным домом для всех живых существ.